Сегодня день у нас посвящен большому переезду. С юга в Фудзяне мы остановились в Киргэ, когда возвращались из Гуандуна, продолжаем нашу большую экспедицию. И сейчас мы проезжаем в город Фуджоу, где у нас будет встреча завтра с организаторами большой выставки чайной, которая будет в Москве проходить. Ну и там пообщаться с всяким разным делам. Встретимся там с Алексеем Шабуровым, который владеет музеем Сокольников, музеем каллиграфии. Еще там приедет наш друг мастер Сю, керамист, мастер Сю Сюдзюнь, тоже приедет сюда на эту встречу. Будем обсуждать всякие международные проекты сотрудничества в рамках китайской концепции «Один поезд, один путь», Китай и Лу. Поэтому да, то есть такие встречи на высоком уровне. Мне даже придется переодеть шорты на штаны по этому поводу. Рубашечку, может, одену. Ребят тоже, Макс тоже рубашечку взял. Взял рубашечку? И Макс рубашечку взял. Въезд с юга, город Фуджоу, это столица провинции Фудзянь. Он абсолютно огромный. Так что будем сегодня здесь. Заселимся в гостиницу. Сейчас потом мастер Сю уже приехал в гости, говорит, что у него тут какие-то друзья, которые пригласили нас сегодня на ужин, и еще пригласили к себе попить чай, так что, наверное, тоже их навестим. Чем отличаются гостиницы дорогие от гостиниц дешевых? В дешевых гостиницах нет таких современных дизайнерских решений, как такое разбитое окно. Это, собственно, гостиница Hilton Фуджоу, пускай будет у нее такая небольшая реклама в кавычках. Звоню, значит, на ресепшн, такой вид. И девушка, я говорю, девушка, знаете, у вас окно разбито. Она такая, где? Я говорю, как где? Ну в этом номере вот так разбито. Ну это ничего. Вам комнату поменять? Я говорю, в принципе, ладно, ничего. Я просто говорю, что потом не говорили, что это я разбил. Я говорю, не, нормально, это все окей. Я говорю, ничего, что оно такое разбитое? Я говорю, это окей, это типа норм. Норм такое окно, и у нее пальчиком так даешь сюда, так. И оно немножечко вибрирует. Например, это не разбито, оно не вибрирует. А разбитое очень даже вибрирует. Мне кажется, что это так не должно быть, наверное, в гостиницах такого типа уровня. Вчера когда были на фабрике, на типографии в Шаньтоу, общались как раз с владельцем, и сейчас мы с своим водителем, с Хуаном, говорим на тему того, что какие вообще есть проблемы у современного Китая. Он говорит, что поколение у тех, кому сейчас 50-60 лет, именно тех, кто занимается бизнесом, как правило, все очень люди обеспеченные, то есть вообще не бедные абсолютно. Очень часто бывает такая проблема, потому что часто их дети, они уже часто мало учатся, мало стараются достигать каких-то там, скажем так, серьезных результатов в работе, в бизнесе, то есть они просто часто не учатся вообще. Просто, по сути, такие маменькины сынки и такие золотая молодежь, так и называемая, которая просто развлекается, выпивает, ничего не делает, потому что у родителей есть деньги, то есть такая вот. И это очень большая проблема, к сожалению, в Китае, то, что получается молодое поколение сейчас очень часто гораздо меньше обладает профессиональными навыками и таким старанием в работе, чем собственно, бизнесмены первой волны, которые начали это все в 90-х, когда начался бурный рост в Китае. Это может не совсем прям повсеместно и у всех, но тем не менее довольно-таки большая проблема. Такое наблюдение. Иногда приходится приходить в состояние мы гости и жертвы китайского гостеприимства, и в таких мега-маха ресторанах встречают нас иногда наши друзья, поставщики, партнеры и прочие товарищи. Я бы сейчас стараюсь этого немножко избегать, по той причине, что это съедает кучу ресурсов и времени, но иногда приходится. К тому же познакомлю ребят с правильными взаимоотношениями в Китае, как правильно сидеть, что правильно говорить и так далее. Иногда бывает забавно, но я в основном обычно сюда так забежал на завод, сделал свои дела, дальше поехал. И так я редко бываю в каких-то городах, то, в общем-то, обычно такие движухи не происходят в городах. В деревнях все поскромнее, и поэтому мы такое созерцаем гораздо редко. Тут я такое осознал вчера, что я впервые за несколько лет, по-моему, заехал в большой крупный город и с каким-то партнером будущим начал общаться в таком формате, и потом это все пошла вся эта тема, КТВ, значит, рестораны, это все люди скромные, мы такое не очень, по крайней мере, я про себя говорю, но иногда можно.
в университете Кинсуги, или университете Чихуа. Это как раз именно институт искусств. И сейчас у нас небольшую нам провели экскурсию по музею. Интересно, мы узнали, что, оказывается, город Фучжоу — это столица вообще в Китае именно этого искусства. Вот такая интересная новость. Так что работа, конечно, тоже поразительная. Именно и с яичной скорлупой, и с разными вкраплениями, тканями. Вот, в том числе мастер, к которому мы ездили, как раз именно один из самых известных направлений здесь. Наверное, это наше путешествие по Китаю, оно самое безумное по стилю подбора контента. Мы приехали ночью в Уишань, сейчас полночь, ехали из Фучжоу, там часа 3,5 навестить нашего уишаньского друга. Макс, он в таком состоянии пребывает. Я пребываю примерно в таком же. Тут микрогостишка, такая вот замечательная работа на стене. Приклеенные чашечки на стену. И значит мы, ну как понять, что ты оказался в Уишань, столице утесных лунов? А вот так, такой приходишь, такой столик такой в гостинице, открываешь, и там жих. То есть вот насыпали поднос просто чая. Чай, конечно, судя по внешнему виду, как непонятно какой, но то, что этот поднос, он прямо вот здесь вот на столе лежит, то есть абсолютно неожиданном месте. То есть ты смотришь такой, оп, типа водичка, чайничек, а потом такой, типа, я хочу насыпать чая. Так открываешь, такой, оп, и поднос прям. То есть можно прям ведро сварить, прям или в чайник насыпать. Поразительно. Исследование гостиницы продолжается. Тут еще есть целый шкаф с упаковкой, подарочные пакеты. И хозяин гостиницы, он там продает чаек, наверное, ничего. А вот гайвани он нам не положил. Ни одной причем. Нету, да? В Уишане, кстати, дикий дубак в начале ноября, надо сказать. В середине, вернее. Итак, мы приехали в город Диндыджэнь. Это один из самых знаменитых городов в мире, специализирующийся на производстве фарфора. Находится он в провинции Цзянси. Мы сюда ехали на машине из Уишань. Сейчас заселяемся в гостиницу. И завтра, и послезавтра, наверное, тут будет день или два, посвященных изучению всяческих вот таких вот замечательных вещей. Ну, то есть не именно таких, конкретно здесь это панно, фарфоровая картина, сделана в технике фалансай. То есть это роспись, многократный обжиг, есть подглазурная, глазурная роспись, всяческие разные варианты. Меня интересует вот эта замечательнейшая просто реклама. Это замечательная реклама, которая предлагает нам каждую пятницу карнавал в Москве. И Москва у нас находится вон там. То есть мы прямо туда можем пойти на карнавал. Chic Night. Все верно, видите, Chic Night. Карнавал в Москве. Все как надо. Но это не главное. Главное, что если вы зайдете в отель, это замечательный отель, который называется Виенна, сеть Виенна, то случайно пришлось купить их карточку в провинцию Гуандун, поэтому мы тоже в нее заходим. Это достаточно, на самом деле, старая такая сетка, закосан под какую-то типа европейскую модную сеть, но, как вы видите, по времени производства мебели далеко уже не европейская, не модная. И тут мы видим отличнейшую картину, которая характеризует весь Китай целиком. То есть вот надпись «Не курить», и тут же замечательная огромная пепельница с сигаретами, потушенными туда совсем недавно, и явно это произошло при участии, а возможно при непосредственном даже участии сотрудников вот этих вот охранников отеля, вот что очень забавно. Ладно, на этом наше лирическое вступление мы заканчиваем. Сейчас нам надо будет заселиться в гостиницу, а потом прогуляемся немножко по некоторым магазинам. Завтра у нас планы посетить парочку фабрик. Одна из фабрик производит фарфор по нашему заказу, брендированный диндыджэньский фарфор, который у нас уже был, по-моему, 2 или 3 партии даже приходило. Оттуда замечательная абсолютно мастерская. Мы снимали большой документальный фильм. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Диндыджэнь, поэтому по поисковому слову вы найдете его на моем канале. Пожалуй, мы начинаем путешествие по столице китайского фарфора. Несмотря на то, что их очень много, но Диндыджэнь, я считаю, смело занимает первое место, потому что именно уровень мастерства, именно, скажем так, количество изделий, количество мастеров, академический подход, то есть образовательные учреждения здесь самые большие и сильные. Это, конечно же, столица номер 1. Такая жарка для этих самых, для каштанов и семечек. Прям на улице свежая обжарка.
Покушали в кафешке, называется Нундиацай, то есть еда деревенщины, дословно, да. Вот, и тут напротив очень интересный магазин, который называется Тау Шу Ен, то есть магазин именно фарфоровому искусству, для керамического искусства. Книги именно о искусстве, о истории керамики. Вот я тут, собственно, в любых таких магазинчиках надо рыться. Вот смотрите, как прикольно. Девочка уже убежала. Я хотел про нее рассказать, а она танцевала на скакалочке, но не стала танцевать при мне. Вот такая грусть. Ну ладно. По мере погружения в китайский контекст у нас возникает все больше и больше желаний делать какой-то свой продукт. Собственно, это уже во многом реализовалось. То есть мы делаем там свой чай, там блины, например, в том числе рассыпные чаи тоже некоторые делаются по заказу, все больше и больше таких чаев. И не о том, что китайские образы человеку не близки, но про то, что просто попробовать с этим поэкспериментировать. Вот мы с ребятами придумали какие-то идеи, и сейчас мы за этим там магазинчик к одним студентам, которыми, кстати, тоже знаком уже года, по-моему, 4, вот, но не было у них больше 2 лет, по-моему, последнего раза здесь. И когда мы тут в прошлый раз, по-моему, были с Лешей, он там тоже нарисовал прям наш чайничек и ромашку на пиале. И эту пиалу нам, в общем-то, передали уже. Вот. Так что уже есть небольшой опыт. Будем пробовать дальше. Мы приехали на фабрику, собственно, где мы уже бывали как-то. Там, где когда снимал такой профессионально подготовленный фильм. Сейчас у нас все немножко такое лайвовое будет. Вот. Но мы посмотрим на новую продукцию, что сделали, и также на мастеров. Сейчас тут девушка занимается росписью под глазурью, тоже делает один из этапов работы. Конкретно сейчас она, по-моему, занимается еще и доработкой изделия. Вот такая же мануфактура, здесь мы уже были, в каждой комнате занимаются своей частью работы. Узнаете нашу гоненьку? Вот она. Вот. Немножко такая она покрывшаяся пылью. Здесь, я понимаю, изделия, у которых что-то там не получилось, скорее всего. То есть, может быть, вот, например, вот, прилипло там что-то. Там что-то где-нибудь нарисовали не так. И все. Вот, попала, видишь, какая-то козявочка. И все, да, и вся работа на смарку. А вот эти полуфабрикат. Вот пиалочка еще внутри уже полностью сделана, снаружи еще не расписано, то есть, но наведены полностью все черты для росписи. Тоже все это полностью вручную, да. А вот мне показывает уже готовое изделие владелец завода с телефона. За один день только 1 или 2 таких пиалочки может сделать мастер. Это причем мастер опытный. Я так понимаю, это он говорит именно про полуфабрикат. То есть полностью готовый, получается, наверное, 1 пиалочка 1 целый день работы. Ручная гончарная работа. И вот, собственно, здесь подготовлены абсолютно полностью белые гайвани, фарфоровые, качественные. Вот, и они уже дальше расписываются. То есть это идет даже отдельное производство. То есть производятся они всегда отдельно. Тут очень хорошо видно, как раз вот то, что сейчас девушка расписывала, да, изделие. Вот тут тоже есть ваза с такой же техники, вот это полуфабрикат.
просто готовая пиала, вот просто обжигается и все, и она готова. Она вот такая, да? Вот. А если, значит, нужно сделать вот такой вот уже роспись, да, то, собственно, выбирается внутри вот этого напыления такое большое пространство, оставляется пустым, обжигается, как вот здесь тоже, видите, полуфабрикат, потом расписывается и потом обжигается еще раз. Вот такая трудоемкая технология. Немного о китайском гостеприимстве. Вот тут наш директор завода, которому мы сейчас заказали много ручной росписи в день рождения, естественно, попросил пообедать. Если мы бы отказались, это было лично воспринято как личное оскорбление. И вот тут у нас, значит, на 5 человек заказал вот такой вот стол, такой вот рыбины диаметром сантиметров 40. Да, вот, и вы подъели немного. Он говорит, хватит. Он говорит, нет. Я тебя не видел 1,5 года, будешь отъедаться за 1,5 года, короче. Поэтому надо чаще навещать своих друзей, иначе они тебя кормят до смерти. Зашли тут в один шоурумчик небольшой, тут мужчина пишет в весьма оригинальных стилях. Вот такие вот у него повыбирали чайнички, пиалы тоже очень хорошие. То есть у него тоже шоухой, то есть ручная роспись, но у него есть явно свой вкус. Вот, как-то так он нам зашел. Так что будет новая пиала. Такие предметы надо выбирать каждый внимательно. То есть, конечно, это всегда какое-то время, но это крайне увлекательное занятие. Будем лично знакомиться. Еще он, кстати, такие вот делают вазы и картины. Ну, ваза с картинами, наверное, не в этот раз. Но если что, может быть, потом кому-то понравится, будем тоже иметь в виду. Вот, собственно, его рабочее место. И, кстати, очень многие мастера, как они расписывают, они берут классические вот такие вот журналы по живописи и потихонечку работают. То сейчас вот тут делают картину на круглом таком фарфоровом куске просто, да, потом делается у нее рамка и готовое изделие. Хэбэйшэн Тауи Ишу Даши. То есть наш мастер, который зовут Юань Зюнь, он в провинции Хэбэй. Мастер, большой учитель, то есть учитель искусств керамики провинции Хэбэй. Ну вот, например, при этом живет он сейчас в Зиндеджене. Вот мы и приехали на фабрику. Здесь занимаются производством чайной посуды. А вот она и фабрика. Просторно здесь. Здесь, так понимаю, упаковочка. Тут уже готовые изделия. Рассказывает про то, что уже сырья сейчас по сути нету. С тех пор само сырье белой глины есть, а вот именно сама глазурь и какие-то компоненты отдельные, которые необходимы, чтобы делать правильное сырье, это уже завозится из Австралии, внимание, Адалия. В общем, как и на любом производстве, естественно, все начинается с формы, либо с ручной формовки, либо с формовки при помощи
значит, специальная пресс-форма. Вот, так или иначе, в общем, здесь, так как это производство более массовое, здесь формы все используются именно непосредственно формовочные, да, то есть это полуручное производство, заливается, значит, сырье, потом, значит, сейчас при ней вот мастер разбирает все это дело на уже высохшие части, да, потом все это отдается уже дальше на доработку. Причем часто тоже, смотрите, судя по количеству форм, здесь отдельно также носики, отдельно ручки, отдельно, собственно, туловище. Если говорить именно про чайник, потом все это собирается уже вручную. То есть так или иначе полностью там машинного производства фарфоровых изделий не бывает. Здесь видны всякие разные отбракованные изделия. Ну а тут, собственно, мастер, вот он дотачивает вручную. Вот, причем, кстати, я обратил внимание, именно вот на этой фабрике очень так тщательно они занимаются доработкой, потому что это все-таки дзиньдэжэнь, тут, во-первых, и образование другое. То есть вот, собственно, мы видим готовые изделия. Здесь как бы видно, насколько идеально протерта крышка, то есть она не болтается. Здесь также ну, очень хорошая геометрия правильная. Ну и выглажен чайник тоже идеально. Это, в общем-то, отчасти сродни производству и того же исинского чайника полуручного. По сути, практически ничем не отличается. То есть когда чайник исинский делается полуручным образом, то есть когда это делается по форме. Вот, единственная разница, что исинские чайники, они не заливаются, а они все-таки формуются из-за такого куска глины. Более бюджетные чайники, которые тоже часто называют исинскими, они заливаются, заливные. Но это, как бы, считается уже такое, скорее, уже фарфоровое производство. Такие среди именно поклонников исинской керамики считаются, как бы, ну, чем-то таким нехорошим, скажем так. Здесь, кстати, очень хорошо можно посмотреть в окошко и видеть, что весь этот квартал, вот он, квартал, он, значит, вон там здание, вот это все эти здания, это все заводы фарфора. Здесь их тоже, так же, как и в Духуа, так же, как и в Исине, и в других керамических центрах, здесь их огромное количество. Вот, собственно, форма, которую прямо сейчас доставал сотрудник, который управляет всем цехом по заливу форм. Вот здесь срезается лишняя часть, это вот туловище чайника. И видно, что мастер очень долго дорабатывает изделие. Не просто там, как это часто бывает, там чуть-чуть полирнет, там срежет, а он вот реально с каждой из них работает достаточно долго. Вот большое количество разных инструментов, которыми дорабатывается это все. То есть, я говорю, очень похоже отчасти на доработку исинских чайников. Вот, потому что очень внимательно обращает внимание на протертость крышки, и на геометрию, и на все остальное. Кстати, естественно, как это часто бывает, все здесь на чае, тоже зеленый чаек. Вот здесь, кстати, еще досыхающие формы. Сотрудник завода принес сюда. Вот, и тут они дожидаются доработки. Тут, кстати, вот сейчас 2 мальчика работают, но вообще это кроме обычных тут 3. То есть вот он весь цех, его можно увидеть. Не такой-то он и большой. Занимает где-то, наверное, метров 350 квадратных. Оказывается, я вчера видел чайники из США. Оказывается, они сюда привозят, вот, собственно, сырье из США, то есть это из Исина сырье, и вот здесь дорабатывают вручную. То есть, собственно, девушка вот берет ручки, потом здесь, значит, у нее делается еще сливное сито-гнездо, вот тоже отдельно, ручки тоже также проделываются, носик проделывается, вгоняется крышка, вот, ну, то есть все полностью тоже вручную. Вот здесь же тоже девушка, как раз там мастер, который дорабатывает чайники, да. Он, значит, сито тоже вручную делает. Он говорит, что секрет, как именно они пробивают вот эти вот сито делают, потому что есть некий такой секрет производственный, он про него не рассказывает. Он говорит, что мы отдельно их делаем в другом месте, сюда уже привозим готовые, и тут они их уже только прикрепляют, еще не обожженными привозят сюда. Это, собственно, устроена линия производства так, чтобы все, как говорится, ибу-ибу, то есть все постепенно. То есть вот здесь, значит, заливка, доточка, здесь прикрепление крышечек, здесь тоже прикрепление крышечек, уже такая финальная полировка, заглаживание. Вот уже мы видим здесь готовые, еще не обожженные изделия, выглядит уже как будто обожженные. Тот самый же исинский чайник, это вообще шуйху будущий. И здесь вот тоже девушки работают. Здесь чайник уже подсохший, но еще не обожженный. То есть после того, как прикрепят уже ручки, крышечки подгонят, все, их складывают на стеллажи, и они должны все подсохнуть. То есть вот тут целый склад чайников, причем из самого разного сырья. То есть тут они используют глину байни местную, да, глину США. Но самый секрет, на самом деле, производства именно в глазуровании. Вот здесь это уже следующая стадия, здесь идет глазурование.
Он говорит, один из таких способов определения, это, конечно, не обязательно, но очень часто так бывает, что за глазурь. То есть это юанхуан ляо, то есть это сырье именно шах, то есть горное сырье, натуральное, или это какое-то там с присадками химическими и так далее. Оно должно быть именно белого цвета, если конкретно именно про этот сорт говорить глазури. То есть вот здесь происходит глазурование, вот, причем вон там есть столик, наливается, окунается чайник прям туда. Причем это, кажется, такое вроде простое движение. Я помню, как-то раньше я тоже так на одном из заводов делал, но на самом деле не так и просто. Это как технически это организован. Такой шарик, этот самый баскетбольный мяч, нажимает на него, и значит, поднимается такой фонтанчик из глазури, и внутри полностью глазуруется чайник. Я так понимаю, что глазурь здесь только покрывается внутренняя часть, потом тоже просыхается. Здесь также еще отдельный цех, где распыляется глазурь, я так понимаю, для других типов глазурования. То есть, короче говоря, это все-таки секрет у вас какой-то? Как же вы сейчас работаете с именно вот один из уже полностью обожженных предметов? Собственно, вот они печи. Тут, кстати, не такой большой у них объем, надо сказать, парочка печей. Очень легко понять, большой объем по фабрике или нет. Прежде всего по печи, потому что там сотрудников может доставить, там формы тоже, ну а печь это такая штука основательная. То есть, либо если стоит там, вот тут их 3 я вижу, вот на газоне работают, раз, два, да, 3 печи. И вот, собственно, все. То есть вот эта глазурь, она вообще очень классная, то есть она реально полностью имитирует жуяо. И в наработанное изделие, я вчера, вот, когда был у них в шоурумчике в магазине, тоже обратил внимание, как же вообще замечательно нарабатывается их изделие, то есть оно прям трещина аналогично с жуяо. Я говорю, секрет ли это или нет? И он говорит, что это все-таки нет, это не секрет. Я, говорит, единственную тему делаю микс именно с разных видов глазури, и получается именно такое вот покрытие, которое так идеально нарабатывается. Он говорит, грязненько тут. Такой, да ладно тебе, я видел склады погрязнее. Вот, тут, собственно, склад всех чайничков. Вот это вот один из чайников, здесь они покрывают таким вот такой глазурью. Это полуручная такая тоже технология. Ну и вот, собственно, 2 чайника. Видно, вот один чайник использовался. То есть он стоял на плите, в нем кипятили воду. В нем, кстати, можно и варить чай, и то есть он подходит полностью, он термостойкий, подходит и для приготовления чая, и для кипячения воды тоже. Вот. А вот, собственно, новый. Из абсолютно такой же глазури, той же самой формы, но единственное, что здесь они добавили там бамбуковую ручку, да, здесь как бы еще нет. Так он замечательно нарабатывается. Очень красиво. Говорит, пойдем там еще красивее. Ну, пойдем. Такая вот у них площадочка для гольфа. Не знаю, что хочет тут делать, хоть в футбол играть. Я смотрю, нам там кричал он с крыши, когда мы подъезжали. Думаю, где он там вообще, зачем он на крышу залез? Он говорит, что вот первые изменения уже заметны примерно через неделю. Но вот эти чайники довольно долго нарабатывались. Вот, собственно, видно новый чайник. Вот он. Да, и вот он, собственно, наработанный чайник. Воспитанный, если правильно перевести с китайского. Янь — это воспитывать. И вот чем дольше он чайник воспитывается, тем он красивее. Здесь, конечно, замечательно можно наблюдать все вот эти вот красоты. Да, обязательно будем работать с этой фабрикой. Мне очень нравится, что у них получается. Потому что именно такого вот я не видел. Вот, кстати, просто потрясающая форма чайника. Очень необычная. И причем, кстати, ну, часто такие, скажем, сложные формы чайника, они, ну, достаточно нефункциональны бывают. Здесь же очень хорошо видно, что чайник, в общем-то, достаточно функционален при этом. Крышечка, вот там, значит, тоже сделана сито, очень хорошо. И вот, значит, такая красота геометрическая. Ну и, собственно, пластические формы адаптированные, то есть это некоторые крестьянские формы, некоторые местные, обрывание тоже, это все наработанное уже. Кажется, эту форму придумал один мастер большой из Лунчаня, из Жидяна. Присаживайтесь. И я говорю, такой чайник можно купить? Нет, такой чайник нельзя купить. Это как бы, ну, для него специально сделано по заказу.
И вот у меня тут есть несколько образцов, и все, сейчас я, говорит, их не делаю, и там у нас договор, что я делаю только для него. Я такое прям зауважал. Неужели действительно так? Потом будем плавно подкатывать, все-таки чайник очень крутой. Вот сейчас завариваем с хозяином завода чай. И вот видно вот чайник, который он использовал долго, он немножко более темный глазурь. Вот из такого же сырья чайник, и он его использует чуть поменьше. Вот, и он гораздо светлее. Мы сейчас обсуждаем на тему, говорим того, чтобы изготавливать форму на заказ. Вот, потому что он как раз этим, на это специализируется. Вот, думаем над тем, как обжигать, какую использовать глазурь. Очень интересно. То, что здесь используют и ДШ, используют и местное сырье, и глазури самые разные.